Только что закончилась Олимпиада. Многие из нас смотрели ее, переживали вместе с атлетами их поражения и победы. Победы были действительно очень яркие. И мы специально провели опрос, как и делаем это в течение последних лет, сразу после, для того, чтобы понять, каким образом аукнулась в сердцах россиян эта Олимпиада, и сравнить эти данные с предыдущими исследовательскими годами, чтобы понять, что изменилось за последние годы, есть ли какое-то движение позитивное, либо нет, либо наоборот идет какой-то откат. Источник – это наши опросы омнибусного типа, личное формализованное интервью, 1600 человек, в 138 населенных пунктах, 46 областях, краях, республиках России. Наши граждане старше 18 лет, выборка репрезентативная по полу, возрасту и образованию. И статистическая погрешность этих исследований 3,4%. Интерес к Олимпиаде. Вопрос звучит таким образом. Следили ли вы за ходом Олимпийских игр? И здесь мы видим, что количество россиян из года в год приблизительно одинаковое, которые интересуются в той либо иной степени этими играми. То есть они либо регулярно смотрят сплошняком, как говорится, либо они смотрят только трансляции тех соревнований, в которых у сборной России были шансы завоевать призовые места, либо смотрят трансляции только по тем видам спорта, которые им интересны. Но смотрят. И мы видим, что за последние годы это количество наших граждан, которые следят за Олимпийскими играми, колеблется от 71 до 79%. И в этом году за Олимпиадой в Лондоне следило 76% наших сограждан. И 24% не следило, в принципе, за ними. При том же процент, кто не следит, тоже, видите, достаточно стабильный. 24, 23, 22% тех наших сограждан, которые, в принципе, не интересуются Олимпийскими играми. И так из года в год. Какие же чувства вызвало выступление россиян у наших сограждан? В первую очередь это гордость, патриотизм и интерес. И посмотрите, очень показательный слайд. Мы сравниваем Олимпиаду в Лондоне 2012 года с Ванкуверской Олимпиадой, которая состоялась всего лишь 2 года назад. Диаметрально противоположные оценки. И разочарование, грусть 2 года назад такие чувства вызвала Олимпиада в Ванкувере у 46% наших сограждан. Тотальная грусть в стране наступила. А на сегодняшний день гордость, патриотизм 39% наших сограждан, интерес 37% наших сограждан и всего лишь 14% испытали разочарование. Мы видим медальные наши победы. Россия на 4-м месте, хотя, как Роман сказал, в Ванкувере мы были всего лишь на 11-м месте. Мне кажется, и по количеству медалей мы тоже видим, да, что провал в летних Олимпийских играх 2008 года, можно так сказать, да, самая низкая точка, 73 медали всего лишь мы заняли, то теперь наблюдается некий рост именно в летних Олимпийских играх, и, соответственно, этот рост россияне в том числе уловили, что позитив все-таки есть. Насколько успешными считают наши граждане выступления наших атлетов на этой Олимпиаде в Лондоне? Мы видим тоже, что скорее успешные 51%, отличная 7%. Вот отлично выступили в Ванкувере, таким образом считал всего 1% наших сограждан. Это в рамках погрешности, как вы понимаете. Да? И мы видим, что, соответственно, скорее неуспешная, провальная 39-38% оценивают таким образом выступление наших олимпийцев в Ванкувере в 2010 году. И, конечно, здесь отличные, позитивные 51%, 7%. Мне кажется, это серьезные очень цифры, которые говорят о том, что в этот раз мы все-таки скорее выступили успешно. Безусловно. И, скажем так, позитивное ощущение после этих игр у людей осталось. Насколько соответствует результат, показанный нашими олимпийцами, ожиданиям, которые у россиян были сформированы. И, конечно же, зимняя Олимпиада в Ванкувере, провальные ожидания были завышены.
чем реальный результат мы показали и получили. Видите, хуже, чем я ожидал или ожидала, так говорили 70% наших граждан. Тогда как летняя Олимпиада в Лондоне, 44% говорят о том, что примерно так, как мы и ожидали, и 13% уже говорят о том, что даже выступили лучше, чем ожидали наши сограждане. Если же мы считаем, что наша сборная выступила на Олимпиаде неудачно, с чем это связано? С чем россияне связывают этот факт? В первую очередь, после провала в Ванкувере, после выступления, мне кажется, удачного выступления на этой Олимпиаде, но все-таки в первую очередь россияне говорят, что это зависит от плохой подготовки спортсменов в первую очередь. Тут не говорится о том, что нет условий, это, там 5-7%, или плохая работа руководства. Об этом не говорится. Хотя несколько вырос процент желающих, чтобы внимание к спорту в стране, особенно детскому, все-таки увеличилось. Видите, с 6 до 10% сейчас увеличилась доля наших сограждан, которые считают, что нашему руководству и вообще нации надо обратить внимание к спорту в стране в целом и особенно детскому спорту. Следующая Олимпиада пройдет в Сочи. Все мы об этом знаем. Ну и задается вопрос, конечно же, удастся ли России повторить успех стран-организаторов Олимпийских игр, таких как Канада и Китая, чьи команды становились безоговорочными лидерами по числу медалей? Безусловно, да. Так считают такие оптимисты у нас, такие серьезные, 11% наших граждан. Но их количество по сравнению с опросом двухлетней давности все-таки уменьшилось. Было 19%, стало 11%. Ну, практически чуть ли не в 2 раза. Скорее, да. Так осталась эта доля этих граждан, 40% на сегодняшний день. Но увеличилась доля граждан, которые, скорее всего, нет, отвечают на этот вопрос, скорее нет. 31% и точно нет 6%. Задается вопрос, как вы считаете, нужно достойно организовать и провести Олимпийские игры, это главное. Вне зависимости от того, как выступит на них наша собственная национальная сборная. Либо успешно выступить на этих зимних Олимпийских играх в Сочи. И здесь общественное мнение разделилось. На сегодняшний день 44% наших сограждан считают, что уже 44, потому что было 39, считают, что нужно, конечно же, достойно организовать и провести. Неважно, как наша страна там выступит. Вторая часть наших сограждан, она остается приблизительно один и тот же процент. Видите, 51% было 53%. Считают и настаивают на том, что самое главное – победа. А организация соревнований – это уже на втором плане.